Глава 3. Душа и разум. Человек обладает огромной силой, которую иногда называют психической энергией. Магические способности есть у каждого, но они глубоко заблокированы. Оказывается, не нужно далеко ходить, чтобы раскрылись внутренние резервы и потенциальные возможности. Удивительное совсем рядом, но человек не обращает на это внимания. Душа приходит в этот мир, доверчиво протягивая детские ручки. Ветер намерения человек рождается как индивид, то есть уникальное существо. Потом эта индивидуальность развивается. Мысли, знания, убеждения, привычки, даже характер появились уже потом, как налет. И в то же время все это сформировалось не на пустом месте. Что же было изначально? Если просто чистый лист бумаги, тогда попробуйте на минуту стать чистым листом. Закройте глаза и прекратите ход мыслей. Если созерцать черную пустоту, то на некоторое время удается ни о чем не думать. Вот у вас в голове в какой-то момент полная пустота. Разве вы перестали в это время быть собой? Работа разума приостановлена, но осталось некое интегральное ощущение, что я – это я. А как вы объясните, что вы – это вы? Осознание человеком себя как личности обычно происходит в контексте его положения в социальной среде. Но представьте на мгновение, что социальная среда исчезла и вы оказались подвешены в космосе. У вас нет ничего, ни общества, ни Земли, ни Солнца, ни прошлого, ни будущего, а только черная пустота вокруг. Все исчезло, остались только вы. А что осталось от вас как от прежней личности? Все знания и мысли относились к среде обитания. Привычки, манеры, желания, страхи, увлечения, характер тоже действовали только по отношению к ней. Но этой среды больше нет. Что же от вас осталось? Этот вопрос очень трудно обсуждать в рамках понятия разума. Мы не будем рассматривать в данной книге извечную тему существования души у человека. Это отнимет много времени и никуда не приведет. Для целей трансерфинга данный вопрос не имеет принципиального значения. Хотите – верьте в душу, а хотите в подсознание. Можете соглашаться с концепцией бессмертия души, а можете нет. Бесспорно лишь то, что психика человека включает в себя как сознательное, так и бессознательное. С самого начала мы договорились, что все сознательное будем относить к разуму, а бессознательное к душе. Для простоты и практической пользы нам необходимо прояснить для себя лишь малую и узкую часть вопроса о душе. Будет достаточно провести только грубую границу между душой и разумом, чувство первой, а мысли второму. Когда вас посещает состояние восторга, окрыленности, вдохновения – это есть ощущение души. Тягостное, гнетущее состояние – это тоже ее состояние. Разум находится целиком во власти маятников и своих представлений и убеждений, навязанных теми же маятниками. Степень свободы человека ограничена узкими рамками дозволенного. Свое место в этом мире человек ошибочно определяет либо в качестве слуги, либо хозяина. С точки зрения трансерфинга, ни одна из этих позиций не верна. Человек есть ничто. Он всего лишь капля, на миг взлетевшая из океана. Иллюстрацией рождения и смерти могут служить брызги морских волн. Капля, отделившись от океана, не может ощущать единство с океаном и получать от него энергию. Отдельной капле кажется, что она существует сама по себе и не имеет ничего общего с океаном. Но когда капля упадет в океан, она осознает свое единство с океаном. Капля и океан сливаются в одно целое. Они одно и то же по своей сути, то есть вода. Отдельная частица воды может принимать различные формы: капля, снежинка, льдинка, облако пара. Формы разные, но сущность одна. Частица не помнит и не понимает, что она и океан одно и то же. Частице кажется, что океан – это волны, пена, брызги, айсберги, течение, штиль. Точно так же частице кажется, что сама она есть капля, или снежинка, или облачко пара. Частице трудно увидеть, за всеми этими внешними проявлениями, одну общую сущность – воду. Что-то знакомое, но нечеткое, неуловимое. Библейские тексты по этому вопросу открывают нам истину, искаженную понятиями разума. Утверждение,
что Бог создал человека по своему образу и подобию, истина. Только понимается оно обычно в извращенном виде. Бог может принимать любые формы, но сущность его не в том, что он имеет голову, две руки и две ноги. Если сравнить Бога с океаном, а человека с каплей, тогда у них одна общая сущность – вода. По свидетельствам людей, побывавших на границе жизни и смерти, душа испытывает неизъяснимое спокойствие и блаженство от ощущения своего единства с космосом. Капля вернулась в океан, и к ней возвратилось сознание своей подлинной сущности. Она состоит из той же субстанции, что и океан. Вся энергия океана проходит через каплю. Люди на протяжении всей истории своей цивилизации стремились вызвать у себя это чувство единения с космосом при жизни. Все школы духовного совершенствования преследуют в конечном итоге одну и ту же цель – достичь просветления, или, другими словами, ощутить свое единство с этим миром, раствориться в океане энергии и в то же время не потерять себя как индивидуальную сущность. Что же получает человек, достигший просветления? Он получает в свое распоряжение всю энергию океана Вселенной. Он не видит принципиальной разницы между собой и этой бесконечностью. Его мысленная энергия вступает в резонанс с энергией океана. Вот тогда намерение просветленного становится тождественным внешнему намерению этой могущественной и непостижимой силе, управляющей миром. Когда форма бумажного змея удовлетворяет необходимым параметрам, он поднимается вверх потоками воздуха. Точно так же человек подхватывается ветром внешнего намерения и уносится в сектор пространства, соответствующий параметрам его мысленного излучения. Для целенаправленного движения в пространстве вариантов ему необходимо ощутить этот ветер внешнего намерения так же ясно, как он ощущает движение воздуха или воды. До тех пор, пока человек не осознает суть и природу своей тождественности с океаном, внешнее намерение ему не подвластно. Мы не будем ставить своей целью достичь просветления. Слишком трудная эта задача. Но для реализации ваших целей это и не требуется. Нет необходимости удаляться в Тибет и заниматься там медитацией. Трансерфинг предоставляет одну лазейку, позволяющую подчинить себе внешнее намерение в небольшой, но достаточной степени для исполнения желания. Принцип этой лазейки достаточно прост. Разум имеет волю, но не способен управлять внешним намерением. Душа способна ощутить свою тождественность с внешним намерением, но не имеет воли. Она летает в пространстве вариантов, как неуправляемый бумажный змей. Для того, чтобы подчинить воле внешние намерения, достаточно добиться единства души и разума. Это довольно сложная, но все же реально выполнимая задача. Как уже было показано ранее, работа внешнего намерения вполне ощутимо проявляется в реализации наших худших ожиданий. В данном случае внешнее намерение действует против воли разума. Осталось разобраться, каким образом можно реализовать лучшие ожидания. В главе намерения мы уже определили первые необходимые условия овладения внешним намерением: осознанность, снижение важности, отказ от желания достигнуть цель. Вскоре вы узнаете новые секреты трансерфинга, приоткрывающие дверь в этот таинственный мир внешнего намерения.